Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас традиционный уже выпуск нашей любимой передачи «Говорить думая». И сегодня Люся Лабенская со мной. Люся, что-то, может быть, вы о себе хотите сказать? Да, здравствуйте, Ольга Федоровна, здравствуйте, наши уважаемые зрители. Меня зовут Люся Лабенская, я тоже практикующий психолог, и в описании под видео будут ссылочки на мои соцсети, так что, если вам будет интересно, заходите в гости. Да, Люся, вы выбрали тему про любовь, способность любить. Попробуем. Такая тема непростая, интересная. Давайте попробуем что-то по ней порассуждать. Я вся во внимании. Да, Ольга Федоровна, тема 100% непростая. Я начала об этом думать и как-то начала замечать, что в теме отношений фактически есть такое: люблю или не люблю. Я люблю, давай будем вместе, ну или я не люблю, давай расстанемся. Но 100% все гораздо сложнее, чем эти две категории. Так, у меня есть немножко вопросов. Ну, сейчас посмотрим, как пойдет. Как говорит одна моя знакомая, начнем с поцелуя в плечо. Вот мне вообще Давайте. интересно, как это все начинается. Вот 2 человека, не знаю, там в какой-то компании, они встречаются, и вот что-то начинает происходить. Ну, вот в народе говорят: "Ты мне нравишься". Но что вообще происходит, когда человек начинает вот это чувствовать, нравится? Что это такое вообще? Давайте попробуем взглянуть под другим углом на нравится. Я тебя не боюсь. Это интересно. Вот я тебя почему-то боюсь меньше всех. А почему? Тут интересно выяснить, почему. Наша программа, наш инстинкт самосохранения — это как программа, которая как защитный механизм пропускает через эти ворота определенных персонажей. Вот этих персонажей она считает опасными, а этих персонажей она почему-то считает безопасными для себя. Вот интересно, какой типаж выбирает чья система. Да, у меня вот есть тут вопрос, как бы какие критерии выбора, на что опирается, психика, делая этот выбор? Вот давайте представим прям на истории целой. Вот Да, собирается компания, там есть незнакомые парни и девушки. так. И 2 подруги, не знаю, там на кухню пошли, что-то, может быть, принести, и они обсуждают. Говорят: "Тебе кто тут нравится?" Он говорит: "Мне нравится Петя". "А тебе кто?" "Мне нравится Вася". "Вася? А что ты в нем нашла?" И она говорит: "Ну, он такой спокойный". А она говорит: "А мне Петя нравится, он, ну, говорит много, душа компании". И они между собой говорят: "Ну, тогда мы не поругаемся". Ну, хорошо, что нам нравятся разные. То есть для одной безопасный — это тот, кто спокоен, это тот, на кого можно положиться, как бы вот он такая база. А второй нравится тот, кто, наоборот, яркий, он эмоционирует, он искрит. Ее инстинкт самосохранения считает его безопасным или же нужным для безопасности. Так, что еще есть, Ольга Федоровна? Ну, я, смотрите, думаю, ну, могут быть же несколько, например, парней плюс-минус похожего поведения. Несколько ярких или несколько спокойных. Но почему все равно именно этот? Ну, несомненно, еще есть такие физиологические моменты, как запах человека, например. А Это есть еще обстоятельства. Ну вот согласитесь, если у вас все прекрасно, то как будто и мужчин интересных меньше, если у вас в личной 100%. жизни все прекрасно. А Да. как только начинает с партнером что-то не то, как будто и мужчин интересных становится больше.
Да, точно. Или в целом, если в жизни не очень дела идут, вот так говорится, встретились два одиночества, как будто бы люди сходятся, чтобы там помочь друг другу. Да, когда партнер как необходимость. Ну, в принципе, у нас всех есть необходимость в партнере, потому что все эти детские паттерны, они запитаны на второго. То есть они обращены к второму. Мне необходим второй. Потому что нам жизненно были необходимы наши родители. Мы понимали, что мы без них не выживем. Поэтому отношение ко второму чаще всего как к тому, без кого я не выживу, который мне нужен для выживания. Объединиться вместе. Это любопытно. У меня тут тоже был такой вопрос. Вы как это на шаг впереди. Я еще не задаю этот вопрос, вы уже на него отвечаете. Так, то есть физиологически, можем ли мы так сказать, у человека прям это прям как потребность идти в отношения? Я думаю, что это скорее неутоленный голод. Это как то, что тебя постоянно беспокоит. Вот как ты, когда голодный, голод мучает изнутри, он напоминает о себе. Голод. Точно так же и здесь есть голод, то есть некоторая ненасыщенность, которая просит, чтобы ей дали то, а точнее наша вся личность, психика хочет, чтобы ей дали то, чтобы она могла войти в равновесие и успокоиться, быть равновесной. Вот так она как будто шаткая, а второй, когда появляется, она равновесная, потому что неудовлетворенные потребности изнутри ее не качают. Давайте сейчас вот тут, как вы говорите, потопчемся. Это интересный момент по поводу голода, а потом, например, немножко поговорим о ситуации, когда человек, наоборот, не хочет как будто бы идти в отношения или отношения его, наоборот, как-то раскачивают в обратную сторону. Так, значит, здесь у нас есть голод. Вот голод почему? Ну, э, чем хочет психика насытиться? Ну, я перед этим чуть раньше говорила про то, что у нас, вот я не знаю, какие у вас были уроки физики, но у нас на уроках физики мы собирали электрические цепи, когда там был амперметр, вольтметр. Было у вас такое на физике, Люся? Мгм. Видите, у вас не было, в мое время еще было. И мы пускали электрический ток по цепи и мерили силу напряжения, силу сопротивления. И в психике есть точно такие же электрические цепи, по которым тоже хочет идти ток. Вот, например, когда появляется рядом кто-то другой, я перестаю ощущать одиночество, а одиночество для меня – это смерть из моего прошлого. Я понимаю, что один я не выживу. У меня есть пульсирующая доминанта, которая говорит: "Ты один не выживешь, ты один погибнешь". И она постоянно мне портит настроение. Я из-за этой неудовлетворенности все время ощущаю неполноценность. То есть любая неудовлетворенность – это неполноценность. И я себя все время чувствую неполноценным. И многие люди себя без отношений, там, без замужества, они себя считают неполноценными, хотя они должны быть благодарны своей доминанте, которая им этот голод шуфлюет, вот как говорят, лопатой шуфлюют снег. Вот эта доминанта, она этот голод, это беспокойство порождает, и из-за этого есть неполноценность, и человек начинает искать. То есть с этой точки зрения человек входит в отношения как бы Из-за необходимости. да, не от большой любви, а просто потому что одному невыносимо может быть. И это все будет зависеть от прошлого, насколько есть какие-то страхи остаться в одиночестве. Вот у оставленных детей эмоционально или физически этот страх может быть больше. Помимо этого, когда есть второй, он меня отражает.
Знаете, как мне сложно записывать видео на YouTube? Хотя вы знаете, вы тоже записываете. Когда ты сидишь перед камерой, и у тебя нету зрителя. А вы себя не видите в этот момент, когда записываете? А вы записываете, смотрите в зеркало. Не в зеркало, но у меня так настроено, что я смотрю в экран ноутбука, а камера отдельно, снимает. То есть я А, вижу себя, когда записываю. Но, видите, тоже, перед собой говорить, тоже не очень, потому что ты начинаешь перед собой, хочешь себе понравиться. Да-да-да-да-да, 100% есть Ты такое. начинаешь так садиться, чтобы, вот смотреть в камеру и нравиться. Тоже, понимаете, нюанс. А когда есть другой, для которого ты важен, то ты тогда ощущаешь отражение себя как ценного, как необходимого. Это еще одна электрическая цепь, вот эта, которую нам хочется замкнуть. Помимо этого, когда есть дома кто-то другой, то тогда не я виновата, что я не могу найти соль. Но параллельно с этим кто-то другой в то же время и мешает, например. М, Он мешает, если я начинаю отменять себя. Чем я больше отменяю себя, тем он больше мне мешает. Когда я не могу с ним договориться. Мгм. Или же когда у него слишком большой этот голод, и он хочет меня проглотить. Или у меня слишком большой голод, и тогда я становлюсь как собака на цепи. Я сама эту цепь создала и отдала ее в руки другому. Это про контроль? Цепь. Цепь– это про зависимость от своей доминанты потребности в отношениях. Мгм. Так, сейчас у меня, знаете, так много всего, о чем хочется поговорить, но я пытаюсь не разбегаться, а остаться. Давайте будем пробовать плести из того, что сказано, чтобы у нас был сюжет, как в рассказе, связан. Да. Так, вот этот момент необходимости отношений из неполноценности. И я вам хочу, чтобы мы оставили немножко время, и чтобы мы все-таки поговорили про какую-то, условно, осознанную любовь, если вообще такова существует. Потому что с точки зрения как будто бы психоанализа получается, ну, вообще как будто бы нет никакой любви, есть необходимость, есть какие-то там доминанты, и это больше вынужденная такая история. А в мире это все, ну, в быту это как будто бы слишком романтизировано. Там и фильмы про любовь. Конечно, мы не говорим о Ну, необходимости. давайте оставим тему про необходимость в любви и попробуем понять, когда у нас есть человек, у которого любовь– это необходимость, и появляется человек, но я имею в виду, вот этот человек, для которого любовь– это какая-то необходимость болезненная, какой этот человек должен пройти путь для того, чтобы у него появилась настоящая любовь. О, вот это интересная тема. Какой он должен пройти путь? Ну, наверное, когда это необходимость, то человек воспринимает партнера как ну, какой-то кусок себя или как часть себя, Как и еду. как еду. Как, ну да, точно не как отдельного человека, там, с какими-то его потребностями. То есть у меня что-то болит, и мне надо это залатать. Или там, я голодная, вот мне надо поесть. Или мне плохо, а мне должно стать лучше. Да, быть рядом. И тогда партнер теряет свою субъектность. Он не субъект, а он объект моего внутреннего мира. Он способ и средство. А вот тоже интересный момент. В начале отношений, вот в эта стадия влюбленности, там все очень весело и задорно, но потом это заканчивается. Это заканчивается, и наступают,
вот эти все претензии, проекции, это связано вот с таким отношением к человеку? То есть вначале еще я что-то себе рассказываю, какие-то другие сказки там про влюбленность, но по факту это моя еда. И потом, когда я начинаю его как будто бы поглощать, у нас начинаются вот эти все конфликты, скандалы. Я хочу какую-то нить длинную, а вы как будто режете на кусочки. Сейчас я попробую соединить. Давайте с вами представим условно пару молодых людей, которые познакомились, ну, как два одиночества. Или уже Мгм. вспыхнула какая-то вот вспышка страсти. Возможно, это сексуальное желание, очень сильное влечение друг к другу. И они входят в отношения. Они Так. вошли в отношения. В этих отношениях всегда идет романтический период, когда каждый из них старается демонстрировать партнеру лучшее. Но у всех романтических отношений через какое-то время наступает их конец, потому что я не могу долго притворяться не собой. Обычно это полгода плюс-минус, у кого-то быстрее. И тогда выходит моя настоящая личность. Моя настоящая личность хочет подавить партнера. Она хочет утвердить свои правила игры. И чтобы партнер был м, чем-то предусмотренным в этом сценарии. Чтобы он выполнял какую-то роль конкретную. Да, да, чтобы М. он выполнял какую-то конкретную роль. И часто роли эти, вот та роль, на которую я хочу назначить партнера, и та роль, которую он играет, как бы тоже по своему сценарию, у меня совпадает. Например, я молоденькая девушка, и мне нужен отец, который мне будет обеспечивать, и я смогу жить, как я хочу. Через некоторое время я начинаю взрослеть, мои потребности меняются, а партнер не может измениться. Точно так же может быть, например, мужчина, который ищет, пусть даже молоденькая девушка, но она как мать, оберегающая, опекающая, поддерживающая. И он взрослеет, и через какое-то время у него потребности меняются, и он хочет рядом подругу ровню себе, а не ту, которая опекает и получает. То есть момент совпадения этих ролей, он не совсем про любовь. Ну да, тут как будто бы как повезет. Ну вот совпало хорошо, не совпало, начинаются какие-то проблемы. И тогда человек ищет для себя еще кого-то, кто будет выполнять эту роль, нужную теперь в сценарии. Мы Но рассказываем, Люся, мы рассказываем историю, не рвите. я Да, стараюсь, да. раньше. Вытягивайте нити, чтобы мы плели, потому что будет, если обсуждать кусками, то... А потом я выполняю ваши желания. Вы сказали, я хочу прийти к настоящей любви, как будто когда Да, психоанализ нет. Вот я да. продолжаю. Мы плетем историю, а потом эти два человека, они видят, что роль не соответствует, и они говорят, нам надо что-то менять в наших отношениях кардинальным образом. И первоначально это очень болезненно, потому что для того, чтобы сохранить отношения, они должны оба поменяться. И один, и второй должны быть готовы меняться. Мы, допустим, у нас есть таких два человека. Какие бы они ни были, они начинают меняться. И через какое-то время, для того, чтобы им наладить, им надо немного разойтись. У них должно появиться пространство. И когда появляется пространство, они начинают видеть друг друга. Они начинают смотреть друг на друга не как на еду, не как на персонажа, а они начинают видеть, кто рядом со мной сейчас.
что это за человек. И в этот момент иногда возникает ощущение, что рядом абсолютно чужой человек. Вот я поменялась, а он чужой. Но, допустим, они проходят и этот кризис. И тогда они начинают видеть красоту друг друга, красоту личности друг друга. И тогда, возможно, вот это самая настоящая любовь. Все, давайте вот на этих рельсах и останемся. М, То есть некая такая сознательная смена этих ролей — это и есть движение в сторону любви. Но люди могут зрелые войти уже в состояние, когда я готова любить. Может быть и такое. Но для того, чтобы была настоящая любовь, человек должен быть взрослым. Другой для него не должен быть способом и средством. Вот. То есть все, ну, начинается непосредственно с личностей каждого в отношениях. 100%. Так, а бывает такое, что один взрослеет или там растет, меняется, а второй не готов. А вот вы задали мне этот вопрос, а сами как вы думаете, какой на него ответ? Ну, что бывает, естественно, но мне интересно, если помнить про некую необходимость отношений, как зависимость какую-то, то как будто бы здесь такой какой-то немножко тупик. Вроде бы человек меняется, но может еще недостаточно для того, чтобы уйти, но Почему все равно уйти? есть зависимость. А Но почему если уйти? ну, при условии, что второй не готов меняться. Когда мы рассуждаем так, то мы рисуем несколько идеалистическую картину, в М. которой я не только поменялась, но смогла выйти из-под влияния моих доминант из детства полностью. Вот, что неправильно в этом вопросе, Ольга Федоровна? Ну, не неправильно, а что, как реалистичности добавить? Когда доминанты в детстве сформированы интенсивные, то отношения иногда являются компенсатором их, и человек как будто насыщает неудовлетворенность в отношениях, а реализуется уже как будто в другом параллельном мире. То есть там он может эволюционировать. А Мгм. отношения, они насыщают вот этих зверей, которые ему дают возможность работать. Например. Как всегда, все сложнее. То есть личность как будто бы может в одном месте эволюционировать, а в другом нет. Люся, это не про эволюционировать. Вы как будто хотите исправить. Есть то, что нам не подвластно внутри. А, да, ну, не исправить, а вот то, что мы с вами говорили, что человек должен как будто бы повзрослеть, то есть пройти некий путь для того, чтобы не воспринимать партнера как еду. Ну, вот это эволюция, я имею в виду. Как-то он должен тут немножко поменяться. Ам, Мы не можем быть однородными. Мы не можем все время находиться в состоянии пребывания на пике своей эволюции, скажем так, какой-то теперешней возможной. И все равно будут моменты отката. И в моменты отката у нас всегда активизируются интенсивно наши вот эти вот все доминанты из детства. И там нам партнер, даже если я с ним выстроила более-менее взрослые отношения, то я неизбежно буду с ним скатываться к невзрослым отношениям. Неизбежно. И этот человек, он как бы должен в состоянии выдерживать вот эти мои откаты
и я выдерживаю его откат. То есть мы не говорим про каких-то идеальных людей, которые достигли, вот они вышли из запертости на себе, они достигли субъектности, они понимают свои границы, границы другого, но все равно моменты скатывания будут. И тогда необходимы вот те другие, которые будут закрывать вот эти вот тонкие места. И другие должны выдержать. И мы в любых отношениях, мы не все время относимся к другому как к способу и средству. Это тоже не про вот или только так, или только так. Этот поезд, он постоянно курсирует между этими станциями. То так, то так, то так, то так. Это сложно удерживать в голове все время вот это постоянство. Все равно вот даже я смотрю по вопросам, вот какой-то как будто бы есть начало и конец. Вот там относилась как к еде, оп, там повзрослела, все прошло. Вы каждый раз вот это возвращаете, и я вижу здесь, ну, как вот, важно вот это мышление, как тяжело одновременно мне сейчас удерживать вот это все в голове и не искать этот идеалистический сценарий. Но вы М, скорее не реалистически ищете, а какую-то конечную завершенность, чтобы поставить себе задачу, к чему стремиться. да, да-да-да-да, похоже на это. Но так не бывает. Но любить можно только тогда, когда я сама стала субъектной, когда я прошла этап эволюции. Иначе или же я могу вырываться из этой плененности собой в какую-то точку, где я уже могу быть достаточно взрослой. Так, а давайте здесь расшифруем, что значит, стать субъектной. Какие-то Субъектным критерии. я вам объясню очень просто, а во второй своей книге там будет 300 страниц сложно. Это когда я перестаю жить в мире имени себя, когда мир не воспринимается мною как ранящий, когда он не дает мне желаемое. То есть я понимаю, что я одна из множества людей, и этот мир им принадлежит точно так же, как и мне. Когда, например, человек вот движется к этой субъектности, что происходит с этой доминантой, про которую мы с вами начали, ну, говорили в начале? Доминанта необходимости отношений. Что с ней происходит? Человек перестает а, жизненно нуждаться в друге. Ему хорошо в одиночестве, но это одиночество не вынужденное, а выбираемое им. И когда два партнера находились вот в этом слиянии, в этих таких детско-родительских отношениях друг с другом, и один начинает взрослеть, то у второго может появиться ощущение, что его покидают, что его бросили, что к нему холодно, потому что ему не дают такое громадное количество эмоций, как раньше. И человек, который приобретает субъектность, он человеку, находящемуся в мире имени себя, будет казаться слишком спокойным и слишком мало отражающим, слишком мало реагирующим на него, слишком мало дающим ответной реакции на него. Ты меня не любишь. Да, да, так бывает. Но вот когда наш партнер устал, у нас возникает ощущение, что он нас разлюбил, потому что он не дает нам вот этого интенсивного отражения нас. И нам сложно воспринимать его усталость как усталость, а не как отношение к себе. Или когда человек закрывается в себе, ну, что там у него происходит. Так Да. тоже ощущается.
Да, это тоже можно ощущать, как ты меня не любишь. Вот это восприятие, это и есть проживание в мире имени себя. Мгм. Это когда к психологу приходит клиент, и у психолога, ну не знаю, ну вот вы в Киеве, я в Киеве, там сбивали ракету только что, и ты в определенном состоянии. А клиент на это реагирует, как к нему плохо относятся. То есть он не может состояние психолога воспринимать как состояние психолога. У него оно только отношение ко мне, отражение меня. Поэтому сепарация двух партнеров и выход их в взрослость — это всегда как смерть тем отношениям, которые были до этого. Они умирают вместе с прошлой личностью. Как будто бы нужно пройти через нелюбовь, ну, по ощущениям, для того, чтобы выйти в какую-то осознанную любовь или истинную, прожить вот эту смерть. Ну, потому что она же ощущается как вот нелюбовь. Мы друг друга как будто бы не любим. На этом этапе наверняка многие расходятся пары. Мгм. Ну, вот это вот мы не любим, оно еще может возникать, потому что у меня есть эталон для сравнения, как было. Вот у людей, когда они только встретились, у них впечатление, что у них больше чувств, а потом эти чувства как будто угасают. И они говорят, мы разлюбили друг друга. А здесь скорее мы наигрались друг другом, и я хочу новую игрушку. Мгм. Да. Мне эта кукла надоела, несите следующую. Потому что, когда люди настроены жить друг с другом, то происходит такое открытие другого. Вот я это очень хорошо чувствую в своих отношениях, в своем браке, потому что с каждым годом этот чай разворачивается еще больше. Но, несомненно, это зависит и от партнера. Потому что если партнер где-то застрял, и он не хочет развиваться вообще никак, и у него нету там каких-то моральных ценностей, у него остается потребительское отношение, то достаточно сложно любить такого человека, потому что это все время голодный рот, который хочет тебя съесть. Люся? Да, да, я слушаю, Ольга Федоровна, интересная тема так разворачивается. А, так, можем ли мы уделить внимание? Это тоже интересный момент, мне кажется, варианту, где человек, наоборот, не идет в отношения вообще. То есть тут некая зависимость от отношений, это необходимо. И наоборот, когда человек не может или не хочет, то он говорит, я вот в одиночестве, и мне классно. Но, скорее всего, это не такое одиночество, про которое мы с вами только что проговорили. Какая-то может быть больше отчужденность. Понимаете, одиночество же бывает очень разным. Иногда человек переживает утрату партнера, и он выбирает это одиночество как возможность отгоревать. Вот люди, у которых есть действительно эмоциональная связь с другим, они очень долго горюют. Когда отношения поверхностные, тогда и горевание поверхностное, и люди тогда прыгают из отношений в отношения. То есть мы должны понять сначала, почему он сейчас одинок, и как М, давно он одинок. Может ли быть такое, что отношения это ощущается как небезопасность для личности? Но отношения и есть небезопасные. М, В Так, отношениях, в отношениях всегда нагрузка на психику гораздо больше. так, тогда, когда человек долго в одиночестве. Когда человек долго в одиночестве, то это связано с невозможностью быть в отношениях. А невозможность, ее надо исследовать. Иногда человек один долго, потому что он ждет того самого.
Человек, Перебирает. ну, это не про перебирает. Ждет это не перебирает. Ждет это, скорее ждет, когда его найдут. Я тебя нашел, я тебя нашла. Люди так и говорят, я тебя наконец-то нашел или нашла. И тогда никто из ныне живущих не может стать представителем этого образа. Он не появляется. Он слишком идеалистичен, например. Потом человек может быть в одиночестве, потому что его эмоции такие сильные, что он боится сойти с ума, утратить себя. Эмоции такие сильные, что он боится сойти с ума. Мгм. Эмоции, которые будут, ну, это в целом, например, сложность эмоционирования. То есть, ну, потому что, конечно, да, в отношениях это неизбежно. Это не сложность эмоционирования, это из-за того, что вот эти доминанты, вот это количество претензий к другому, оно порождает столько грязных эмоций, плохих, например, агрессии, там, обиды, и человек начинает переполняться эмоциями, которые интоксицируют, то есть они загрязняют его. И они все как будто спящие, но когда появляется другое, они пробуждаются и начинают активизироваться. И тогда я наполняюсь вот токсичными эмоциями. И тогда я не вхожу в отношения, чтобы у меня эти токсичные эмоции не катализировались. Я так оберегаю себя в чистоте. Вот целибат, например, воздержание. Это тоже же про чистоту, когда я не отвлекаюсь на отношения и чувства, я устремлен к достижению своей цели. Ну, интересный момент, как по-разному у всех, что кому-то отношения как будто бы наоборот могут помочь реализоваться, закрывая там какую-то, ну, компенсацией, а для кого-то наоборот могут быть помехой, и человеку, ну, лучше тогда без отношений развиваться или Мгм. реализовываться. Пока он не поменяется, да. Или М. же навсегда. Поэтому отношения это не то чтобы не всем нужное, но иногда это то, что утопит окончательно личность. То есть, если мы берем не с точки зрения, там, надо выйти замуж, родить ребенка, а с точки зрения заботы об одной личности, об одной индивидуальности. То есть мы визуализируем эту личность как некий субъект, который проходит определенные этапы эволюции, этапы становления. И мы так вот, мы представим, что мы с вами такие две волшебницы, которые так вот смотрят на эту личность, да, видят ее насквозь, ее изучили. Говорим, ну нет, вот этой личности в отношениях она не достигнет точки своего воплощения на этой земле. Ей отношения нет. А потом через некоторое время она поменялась, и а вот теперь да, теперь отношения помогут. И вот я говорю сейчас про волшебницу, на самом деле человек внутри это интуитивно ощущает. Вот в саморефлексии он может посмотреть внутрь и понять, какими будут отношения, что они для нее. Это интересный момент. То есть человек все равно как будто бы интуитивно понимает, ну, о себе, что вот там сейчас он не идет в отношения, потому что, скорее всего, будет беда. Ну, с одной стороны, какая-то его часть понимает, а какая-то орет диким криком, внутри истерит и требует: дай отношения, иначе я умру, я тебе не дам жить. У человека могут быть весьма амбивалентные отношения к отношениям.
В зависимости от его состояния? В зависимости от конфигурации его личности. М. Потому что, как показывает опыт, я разрушаюсь в отношениях. Мне туда лучше не идти, но что-то меня туда толкает. И если бы я немного подождала и смогла пройти трансформацию, я могла бы войти в конструктивные отношения. Но из-за того, что я не могу как яйцо созреть под курицей, и оттуда цыпленок все никак не может вылупиться, это все время яйцо не высиженное. То есть я говорю сейчас про индивидуальность. То человек как будто не может досидеться, дождаться, доэволюционировать до наполняющих его отношений. Он идет скоропостижно, обжигается, разочаровывается и опять возвращается. И иногда для эволюции отношения жизненно необходимы. Человек, не пойдя в отношения, он не сможет эволюционировать. А почему, Ольга Федоровна, это интересно? Ну, поэтому люди ходят к психологам. Он За запертая система. за контактом? Нет, запертая система, чтобы разомкнуться. Это не Мгм. за контактом. Когда мы о личности размышляем без кого-то еще, вот она одна, то эта личность, допустим, замкнутая, запертая, а отношения помогают ей раскрыться. Отношения – это единственный молоток, которым можно разбить этот грецкий орех. И человек, входя в отношения, он начинает видеть другого. Вот, на мой взгляд, психолог и должен научить человека быть разомкнутым и видеть другого. Потому что к психологу же человек тоже приходит за любовью. Он хочет любви к себе, он хочет безусловного принятия. Но если безусловное принятие давать, личность не меняется. Надо давать обусловленное принятие. Обусловленное принятие, оно, на него возникает реакция «ты не любишь меня». Если ты меня, безусловно, не принимаешь обусловленно, ты меня не любишь. А ты говоришь, для того, чтобы я тебя любила, ну, условно я говорю, любила, не делай так. А человек говорит, нет, любовь – это безусловное принятие. И вот психолог, он должен создать такие условия, где человек смирится с тем, что мир, безусловно, его не будет любить, но может его любить обусловленно. При выполнении определенных трансформаций мир начнет тебя любить, он начнет тебе давать, он начнет тебе открываться, он начнет быть развернутым к тебе лицом. У него, у мира появится сердечность к тебе, нежность, забота. Так, давайте тогда с вами отсюда перейдем к теме. Как ее назвать, Ольга Федоровна? Я же не Ну, это знаю. такая ну, Что? есть такая псевдолюбовь или, ну, вот необходимость, а есть, наверняка, есть же такая истинная любовь, взрослая любовь, осознанная любовь. Как мы ее можем назвать? Как Ну, я бы ее назвала настоящая любовь. И эта настоящая любовь, она не только между двумя людьми, но это в целом про мир. Вот первоначально личность, запертая в себе, она хочет от мира безусловной любви, безусловного принятия, но сама личность, она не готова быть отдающей мир. Она хочет, чтобы мир любил ее такая, какая она есть. И первоначально личность с миром, она им манипулирует, она хочет ему понравиться мир, она его соблазняет, она ему угождает, но это все притворство. Вот как и в любви к другому. Я тебе хочу понравиться, но я играю роль хорошая. Я на самом деле не хорошая. Это все притворство.
чтобы получить желаемое. Да, да, чтобы получить власть. Чтобы получить власть, я буду доброжелательной формально, чтобы получить власть и над другим, и над каким-то кусочком мира. А потом, когда я понимаю, как мне тяжело играть, как мне тяжело притворяться в этих отношениях. А какая у меня альтернатива? Не притворяться. Но я тогда отвратительная даже самой себе. И тогда я начинаю меняться. Я учусь быть по-настоящему доброй, по-настоящему интересующимся миром. И если мир стоял ко мне спиной, потому что он устал от игр с ним, от манипуляций, от этой лжи, то мир, чувствуя мою истинную искренность, мое желание сотрудничать, а не только брать, мир начинает ко мне разворачиваться. И он говорит, ну ты сейчас не такая опасная, ты сейчас приятная, ты сейчас стала такой, чтобы я мог тебя любить. Я могу тебя любить такой. И личность, она ощущает этот отклик. И личность говорит, я тоже люблю тебя уже искренне. Я понимаю, какой ты, а мир говорит, я понимаю, какая ты. И тогда у них появляется реальный союз. Союз между двумя любящими существами. Они как минимум не причиняют зла друг другу, а если причиняют по неосторожности, то они понимают, что это было зло, и они готовы искренне просить прощения за это, за то, что они причинили зло. А человек, который не может ощутить вину и стыд за причиненное зло, он не способен любить. Он жесток. Вот между миром, как и между людьми, возникает этот истинный тогда союз. Союз в взаимодействии реалистичном. Так красиво вы сказали, стать такой, которую можно любить. Ам, Так тоже очень возвращает ответственность себе. А, Как будто бы так я ищу человека, все дело в человеке, вот с этим, например, нет любви, я сейчас найду другого, вот с ним будет, это еще может быть какой-то не тот, но как будто бы я не обращаюсь к себе, а какой мне надо стать, чтобы была эта любовь. Может быть, как-то измениться Чтобы я такой? была такой, которую можно любить и которая может любить. Да. Способна любить. Вот мало же запросов. Я хочу получить эту сверхспособность, способность любить. Таких запросов и нет практически. Я, Я хочу, не встречала еще. я хочу научиться любить, искренне любить. Я хочу ощущать себя любимой. И любящей, и любимой. Эти два состояния, они кажутся разными, но они в одной точке. Потому что когда у человека один открытый рот потребления, ему сколько любви не давай, он не ощутит ее. Мало Даже будет. если ты искренне доброжелателен к нему, и ты даешь то, что ты можешь, ему этого будет мало. Он хочет тебя съесть так, чтобы косточек не осталось, и тогда некому будет давать любовь. Так люблю ваши метафоры. Да. Или это воспринимается как норма? Вы где-то писали, да, по-моему, недавно об этом, про доброту, что это воспринимается как база. Вот человек доброжелателен, он дает тебе любовь, например, что-то для тебя делает, но вот это когда я хочу его съесть, то я даже не воспринимаю это как любовь, а воспринимаю это как само собой разумеющееся. Ну, так и Ну должно быть. да, я не понимаю, что этот источник любви тоже нуждается в любви и заботе. Я его просто за время как козу дергаю и даю себе, даю в двух смыслах. Даю в смысле давать, и в смысле доить
себе эту любовь, за это вымя, эту бедную козу, и она уже, у нее в синяках это вымя, она уже убегает. Я говорю, куда? У меня еще мало молока. Но вот нету заботы. Мы точно так же от мира. Мы хотим, чтобы нам что-то давал, а что мы отдаем ему в ответ на это? Или мы хотим как это до синюшности это вымя дергать? Так, Тала просила нас до часу, чтобы мы сняли. Давайте какой-то завершающий вопрос, Лесь. Последний. Да, у меня есть, Ольга Федоровна подготовила завершающий вопрос. В чем лично, вот прям конкретно для вас ценность и вообще смысл вот романтических отношений, вот этих вот этой настоящей любви? Ну, во-первых, она дает возможность не зачерстветь моему сердцу. Это раз. Во-вторых, нахождение рядом партнера, оно мне легче помогает понять, в каком я состоянии. Но я всегда вижу, когда я ожесточаюсь, когда я уставшая, я лучше понимаю. Когда ты сам где-то заблудился, то в контакте я вижу, какая я реальная. И вдвоем, ну, легче. Мне нравится сотрудничать. Потому что в присутствии другой личности она всегда открывает, а, вот как я с вами в разговоре, я сейчас говорила то, что я никогда не говорила. Ну, ни на одной лекции, ни в одном посте, ни в одном видео. Потому что присутствие другого человека, оно открывает в тебе неведомое. Поэтому для меня ценные отношения и любовь, и способность любить, и способность давать любовь. Как красиво, Ольга Федоровна. Вот на этой ноте завершим. Да, спасибо вам огромное за эту возможность задавать вам вопросы. Знаете, это та еще задачка, тоже целое искусство, навыки. Я это прям прочувствовала, как это качнуло и меня. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вашим зрителям будет полезна наша Я, беседа. я тоже очень на это надеюсь. Все, завершаем. Всего вам хорошего. Пишите свои отзывы, свои размышления по поводу услышанного, увиденного и, возможно, свои формулировки про то, что такое настоящая любовь. До свидания.